Татьяна родилась в нашем селе, но сразу же после школы уехала покорять городские просторы. И если изначально она редко навещала своих престарелых родителей, то с возрастом родные края все чаще и чаще манили ее к себе. Татьяна была еще вполне молодой, привлекательной женщиной, однако личная жизнь ее в городе так и не сложилась, и она по-прежнему числилась в одиночках. Воспользовавшись отпуском, Татьяна снова вернулась в родную деревню, собираясь провести тут с матерью чуть больше месяца. Отец умер несколько лет назад, а мать ни за что на свете не соглашалась переехать к дочке в город насовсем. «Пока ноги носят меня, никуда с родной земли не уйду», – категорично заявляла она. А Татьяна особо и не настаивала, понимая, что в городской квартире мать ее, привыкшая к деревенскому укладу, будет чувствовать себя словно птица в клетке. Уже целую неделю провела тут девушка, помогая матери по хозяйству и с домашними делами. Наконец появилась свободная минутка, и девушка решила провести ее наедине с природой. Взяв с собой корзинку и рюкзачок с продуктами, она с легким сердцем отправилась в близлежащий лес. Благо лесов в нашем крае хватает. Зеленым одеялом укутывает тайга просторы Приморского края. Все тут можно найти. И пропитание, и лекарства, и даже богатство. Главное – искать, уметь. А Татьяна умела, по крайней мере, грибы. Очень любила она это занятие, еще с самого раннего детства привыкнув к этому. Потом, будучи уже городской жительницей, ей часто не хватало этого ощущения, когда на целом свете существуешь только ты и бескрайние лесные просторы, где от тебя прячутся удивительные лесные жители на одной ножке в большой шляпке. Ходит охотник, смотрит во все глаза, а грибок, прикрывшись листиком, спрячется от него, да посмеивается, мол, не найдешь ты меня, вовек не найдешь. Вот как хорошо я спрятался. Ну а если уж попался в руки грибника, то будь добр, полезай в кузовок, да и семейку свою прихвати. Вот так грибок за грибком и собирается целая корзина, из которой умелая хозяйка целый набор лакомств сможет приготовить. Тут тебе и жареные грибочки со сметаной, и грибы, сушеные для супа, аромат которого просто сразу же аппетит вас разбудит. Ну а как же без соленых-то грибочков? Долгими зимними вечерами, сидя возле печки, это, наверное, лучшая добавка к столу будет. С самого начала Татьяне стали попадаться молодые грибочки, и она постепенно вспоминала свои навыки по розыску этих маскирующихся хитрецов. Постепенно корзинка ее начала наполняться. Однако потом грибов совсем не стало, как будто не поняв, что на них объявлена охота, попрятались кто куда в ожидании безопасности. Татьяна все дальше и дальше углублялась в таежную чащу. Эти места казались ей знакомыми. Будто бы из тумана в памяти прорисовывались картины, когда она вместе с отцом бродила тут в далеком детстве. И ее абсолютно не пугало то, что она уже достаточно далеко забрела в эти дебри. А грибы словно специально заманивали ее все дальше и дальше от дома, изредка то здесь, то там, показывая свои шляпки из-под листьев и эмха. Наконец Татьяна набрала уже полную корзинку молоденьких крепких грибочков. В руке ощущалась приятная тяжесть от собранного урожая. Но, оглядевшись по сторонам, девушка вдруг поняла, что не знает, куда ей идти. Нет, она точно вроде бы помнила, откуда она вышла, но, идя этой тропой, она не узнавала места. Будто и не проходила тут она всего-то несколькими минутами ранее. Таня остановилась, обдумывая свои действия. Идти по незнакомым местам было бы глупо, ведь можно двигаться в прямо противоположном направлении, думая, что верно идешь. Может быть, подняться на ту сопку и с нее же сориентироваться на деревню? Подумала женщина, разглядывая близлежащую крутую горку с проплешинами леса на макушке. Оттуда и правда должно быть видно, в какую сторону ей нужно двигаться.
Взяв корзинку поудобнее, Татьяна еще раз взглянула на макушку сопки и уверенно зашагала в ее направлении. Ноги, отвыкшие в городе от долгой ходьбы, потихоньку начали ныть от усталости, но адреналин, впрыскиваемый в кровь от ощущения того, что она заблудилась, придавал девушке сил. Подойдя к сопке, Таня увидела, что ее край здесь имеет обрывистое строение. Видно, с течением времени порода начала осыпаться, образовав у своего подножья нечто вроде каменной тропинки. Чтобы подняться наверх, нужно было обойти эту скальную стену. Татьяна послушно побрела вдоль каменистой гряды, перепрыгивая с камня на камень. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы не упасть, запнувшись об один из множества острых камней, как вдруг, подняв глаза, ее тут же сковал леденящий кровь в жилах страх. Прямо перед ней стоял крупный амурский тигр, который тоже шел по этой каменной тропинке, только в противоположную сторону. Девушка опешила от ужаса, на несколько секунд застыв на месте, словно каменная статуя. Тигр, видимо, тоже не ожидал столкнуться тут с человеком. Он внимательно посмотрел на женщину своими большими желтыми глазами, словно стараясь понять, что она тут делает и не угрожает ли она его безопасности. Хищник не проявлял никаких знаков агрессии. Напротив, он с интересом рассматривал эту странную женщину, рискнувшую выйти на его тропу. Татьяна, видя, что тигр не собирается на нее нападать, медленно, не отводя взгляда от хищника, сделала несколько шагов назад. «Хорошая киска, хорошая». Медленно, спокойным голосом наговаривала она, будто пытаясь успокоить этим хозяина Амурской тайги. Тигр, наклонив голову, внимательно приглядывался к человеку, наблюдая за его действиями. И тут в голову Татьяны пришла, как ей показалось, гениальная мысль. Она вспомнила про свой рюкзачок с продуктами, которые она еще не успела съесть. Медленно снимая с плеч рюкзак, Татьяна раскрыла его и, присев, не отводя глаз от тигра, разложила их на земле, словно откупаясь от грозного хищника. Также медленно поднявшись на ноги, девушка, шагая назад, не отводила взгляда от идущего за ней тигра. И действительно, запах еды привлек внимание хищника, и Татьяна смогла ретироваться. Почти бегом, не разбирая дороги, девушка уходила как можно дальше от этого хищника. В этот раз он на нее не напал, но кто знает, что будет у него на уме в следующий момент. Почти полчаса Татьяна бежала по тайге в надежде оторваться от полосатого преследователя. И ей кажется, ей это удалось. Она присела на поваленное дерево, переводя дыхание и поставив свою корзинку рядом. Подкатился градом по лицу девушки, хотя в тайге заметно под вечер похолодало. Таня сняла платок, вытирая им лицо, но, открыв глаза, снова обомлела. Прямо перед ней, на расстоянии нескольких метров, стоял тот самый тигр и внимательно смотрел на нее. «Ну чего тебе?» — крикнула Таня. «У меня больше нет ничего. Ты все съел». Словно оправдываясь, говорила она, «Ты теперь меня, что ли, съесть вздумал?» Но тигр опять вел себя вполне дружелюбно, вальяжно прохаживаясь перед девушкой, словно демонстрируя свою красоту и мощь. «Да может, ты отпустишь меня уже?» — взмолилась Таня. А тигр ответил ей своим рычанием, задрав огромную морду вверх. Но, опять же, в этом рыке не слышалось злобы, а скорее наоборот, хищник демонстрировал ей свой игривый норов. Татьяна была в замешательстве таким поведением тигра. А тот, словно стараясь привлечь ее внимание, то и дело порывался уйти, но тут же оборачивался, глядя на нее. «Чего же ты от меня хочешь?» Находясь словно под гипнозом, произнесла женщина. Она медленно поднялась со своего места и, взяв корзинку, пошла следом за тигром. А он, как будто этого и ждал, тут же скользнул в таежной заросли. Хищник шел не торопясь, то и дело оглядываясь на поспешавшую за ним девушку. А Татьяна, не веря собственному разуму,
покорно брела вслед за грозным хищником. Почти час продолжался их странный поход, как вдруг Таня с удивлением для себя поняла, что она начала узнавать эти места. Да, да, именно этой тропой она шла сюда. Теперь-то она поняла, что хотел от нее грозный хищник. Глаза ее вдруг наполнились слезами благодарности этому дикому зверю за то, что он спас ее, выведя из леса. Теперь она была уверена, что понятие добра известно не только людям, но и животным.